Пашинян официально победил на выборах в Армении, и это означает сокрушительное поражение Кремля на Кавказе. Российские спецслужбы впустую потратили десятки миллионов долларов на беспрецедентную гибридную войну, но все их усилия пошли прахом. По данным международных наблюдателей, Москва использовала весь свой арсенал: запуск сетей фейковых сайтов, активную дезинформацию через бота-фермы и прямую покупку голосов. Они до конца продвигали во власть своих карманных кандидатов вроде Кочаряна и Карапетяна, надеясь остановить интеграцию Еревана с США и Евросоюзом. Но свободолюбивое армянское общество наглядно показало, что возвращаться под имперское влияние никто не хочет. Армения окончательно заморозила свое участие в бесполезной ОДКБ и получила политический мандат на дальнейший разворот от Москвы. Сам Путин потратил гигантские бюджеты на шантаж и угрозы, а в итоге получил полную потерю контроля над регионом и очередное политическое поражение от свободных людей. Москва не просто проиграла в Армении, но еще и выбросила на ветер огромные деньги. Хорошо, что это не наша проблема. МИД России обвиняет власти Армении в грубом нарушении демократических процедур на свободных выборах. А Путин демонстративно до сих пор не поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах. Что может означать это молчание? Вероятно, в Москве сейчас анализируют дальнейшие варианты действий: признавать итоги выборов или попытаться оспорить их политически и раскачать ситуацию в Армении. Однако для такого сценария у пророссийских сил явно недостаточно поддержки. Например, на заключительном митинге Самвела Карапетяна присутствовало около 17,5 тысяч человек, что недостаточно для организации серьезного протестного движения. Не исключается и рассмотрение более жестких сценариев давления. Однако опыт последних лет показывает, что многие внешнеполитические расчеты Кремля приводили к результатам, противоположным ожидаемым. Поэтому любые попытки вмешательства могут лишь ускорить окончательную утрату российского влияния в Армении. Тем более, что к ряду сил, ориентированных на Москву, уже возникают серьезные вопросы относительно подкупа избирателей и участия в предвыборных процессах граждан Армении, привезенных из России. Итоговые данные Центральной избирательной комиссии подведут и опубликуют через неделю, однако значительных изменений ждать не стоит. Вот так выглядят финальные предварительные результаты выборов. Никол Пашинян уверенно одержал победу, набрав 49,81% голосов. Второе место заняла партия Самвела Карапетяна с результатом 23,29%. Затем идет блок Кочаряна, который набрал 9,94% голосов. И в конце стало известно, что партия Гагика Царукяна не проходит в парламент, поскольку финальными расчетами голосов стало известно, что у него 3,996%. А для того, чтобы партия прошла в национальное собрание, нужно было набрать минимум 4%. Никол Пашинян в свою очередь заявил, что народ Республики Армения своим голосом встал на защиту государства, независимости, будущего, мира Республики Армения, и я должен отметить, что трехглавая партия войны потерпела поражение. В ближайшем будущем мы собираемся институционализировать мирное соглашение и будем вести работу в этом направлении. Но важно отметить, что за это время нам удалось завершить соглашение между Арменией и США по проекту ТРИП, которое уже подписано, и в ближайшее время мы должны начать процесс ратификации. Премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом на заседании комитетов Национального собрания в начале обсуждения доклада о годовом бюджете на 2025 год. Важно отметить, что это действительно программа, меняющая ситуацию, потому что Армения, как я уже имел возможность сказать, переходит из тупика конфликта в перекресток мира. В 2026 году начнется реальная работа на местах. Хочу также сказать, что в Республике Армения в целом мы проводим работы по улучшению железнодорожной инфраструктуры, и в данный момент объявлен тендер на реконструкцию участка Ахурик-Гюмри, который будет реализован за счет средств государственного бюджета, а в будущем мы также будем реализовывать отдельные проекты, связанные с железной дорогой, в том числе с международными партнерами. На заседании комитетов Национального собрания в начале обсуждения доклада о годовом бюджете на 2025 год премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
также отметил, что в 2025 году в достаточно больших масштабах началась программа расселения соотечественников, перемещенных из Карабаха. Должен сказать, что около 40 тысяч наших соотечественников из Карабаха уже получили гражданство Республики Армения, и мы выделили около 50 миллиардов драмов на жилье, и несколько тысяч семей уже приобрели квартиры и обосновались. А в ближайшие 10 лет мы планируем выделить около 800 миллиардов драмов для радикального решения этой проблемы, сказал премьер-министр. С нашей стороны отметим, что Россия не дала Армении ничего, кроме горя и деградации. Более того, в армянских экспертных кругах именно Россию считают организатором расстрела парламента в 1999 году. Армянские выборы определили будущее страны, которая движется к суверенитету в партнерстве с США и ЕС. За последние 5 лет валовый внутренний продукт Армении вырос с 13 до 25 миллиардов долларов, а IT-сектор и банковская сфера демонстрируют рекордные показатели на фоне прихода в Ереван мировых технологических гигантов, таких как Nvidia и Microsoft. Пока западные партнеры предлагают новые экономические программы и нормализацию отношений, российское влияние ослабевает, а вывод российской базы из Гюмри становится логичным шагом, так как ее присутствие не только не гарантирует безопасность, но и создает дополнительные риски для Армении, создавая угрозы ее собственной национальной безопасности. Фактически, война России против Украины непреднамеренно создала для Армении окно возможностей, позволив стране выйти из орбиты Москвы и встроиться в Транскавказский коридор как ключевой логистический и технологический хаб. Главы ряда государств уже поздравили Пашиняна, кроме России. Макрон поздравил Пашиняна с победой на выборах. Ранее поздравления направили премьер-министр Грузии, президент Казахстана и глава Министерства иностранных дел Латвии, а также легитимный президент Беларуси Светлана Тихановская. Пашинян победил, Армения выбрала преемственность и подтвердила свое проевропейское направление, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Урсула фон дер Ляйен поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с победой на выборах. Это также победа суверенитета Армении, ее независимости и права армянского народа жить так, как он сам выбирает. Желаем вам успехов. Украина готова расширять сотрудничество с Арменией. Сейчас самое время для Европейского Союза оказать Армении реальную поддержку и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали. Отношения с Европой улучшают их жизнь. Это испытание для Европейского Союза. Важно не терять времени и не упускать возможности, отметил Зеленский. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что вчера в Армении произошло событие, которое определит судьбу нашего региона и России. Армянский народ не поддался прямому шантажу Путина, не прислушался к пропаганде и слухам, не продался за деньги и пустые обещания и переизбрал Пашиняна. С этими выборами движение Армении на Запад стало необратимым. Михаил Саакашвили заявил, что это событие стало определяющим для региона, подчеркнув, что армянское общество сделало выбор в пользу курса, который исключает возвращение к прежней политической зависимости. Президент Европейского парламента Роберта Мецола поздравила премьер-министра Никола Пашиняна с победой на национальных выборах в Армении и призвала использовать этот импульс для укрепления отношений между Европейским Союзом и Арменией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также направил поздравления, отметив впечатляющую победу партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Он подчеркнул, что обновленный мандат отражает доверие и уверенность народа Армении в руководстве и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Индией и Арменией. Параллельно с этим в армянском политическом дискурсе звучат заявления о возможной дальнейшей нормализации отношений с Турцией. Отмечается, что между двумя странами уже существует торговля в таможенном смысле, однако физическая логистика по-прежнему осуществляется через территории третьих государств. Министерство иностранных дел Турции заявило, что парламентские выборы в Армении, прошедшие 7 июня 2026 года, завершились в атмосфере мира и спокойствия. МИД Турции выразила надежду на то, что их результаты пойдут на благо армянского народа, а также отметила ожидание прогресса в направлении подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
В Анкаре также подчеркнули готовность продолжать вносить вклад в региональную стабильность и развитие. На этом фоне отмечается, что даже Турция ограничилась сдержанно позитивными формулировками в оценке выборов, тогда как российская сторона заняла более критическую позицию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательные результаты еще не опубликованы, и подчеркнул, что Москва фиксирует сообщения о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса. В ответ на это в публичном пространстве отмечается, что наблюдатели от СНГ уже заявили о соответствии выборов Конституции и Избирательному кодексу Армении, их прозрачности и конкурентности, а Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов. Также сообщается, что, по данным источников, администрация президента России поручила государственным и провластным СМИ акцентировать внимание на том, что партия «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, представляя результат как поражение. В то же время представитель армянского гражданского общества Даниэль Иоаннисян заявил, что на выборах не зафиксировано ни одного доказанного случая фальсификации, а ни один наблюдатель или член избирательных комиссий не сообщил о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.